Да, никогда я не думал, что в лесу можно встретить свиней. Пусть не настоящих свиней, но в человеческом обличии. Как минимум, и остатки их жизнедеятельности, пожалуйста, вы можете видеть перед собой. Один прошел, бросил баклажку. И почему-то включается вот это стадное чувство. Следующий идет, увидел, о, баклажка лежит. Дай-ка я тоже ее брошу. Ну давай. И потом уже из одной баклажки появляется целая свалка. Не самое приятное занятие убирать за кем-то мусор. Получилось у меня 9,5 пакетов. Но зато теперь приятно смотреть глазу на эту картину. Конечно, я не идеально все убрал. Но тем не менее, надеюсь, теперь проходящие мимо не подумают, что здесь мусорка, и не будет оставлять и бросать свой мусор. А что мы оставим после себя нашим детям? У меня вот сын подрастает. Я бы хотел, чтобы он смог насладиться там через 10-15 лет всей этой красотой. Да даже раньше уже. Мы уже в поход, в принципе, ходим. Хоть он и маленький. 4 года будет. Вот, собственно, и весь вопрос. Что мы оставим детям? Острова из мусора, плавающие в океанах? Или все-таки нормальную, чистую природу? Всем привет! Для тех, кто забыл, меня зовут Алексей, и вы находитесь на канале Лесной Олень. Я все так же нахожусь в лесу и занимаюсь строительством своей землянки. Сегодня я пришел сюда для того, чтобы сделать дверь входную и заняться обустройством внутри землянки. Сделать лежанку, сделать стол. Как вы видите, я сейчас сижу на корточках. Мне это категорически не нравится. Поэтому в первую очередь попробую сделать сейчас лежак, чтобы можно было присесть, отдохнуть. Вот такие вот 4 бревнышка послужат основанием для моего лежака. Немного их нужно обработать, конечно, ну хотя не обязательно сильно заморачиваться.
Кстати говоря, у меня есть для вас небольшой совет, или как модно сейчас говорить, лайфхак по убиранию сучков топором. Смотрите, когда вы убираете сучки топором, ну, например, вот сучок находится, да? Вот вы хотите этот сучок убрать. Всегда вставайте по другую сторону бревна от этого сучка. Объясняю почему. Когда вы размахиваетесь, бьете по сучку, если даже у вас топор куда-то соскальзывает, то он уходит куда? Правильно, мимо ваших ног. Если же вы решили, допустим, вот он сучок, и срубить его вот так вот, и сами стоите на этой же стороне, то при неудачном попадании топор может соскочить вот так и полететь прямо вам в ногу, ударить и нанести серьезную травму. Поэтому вот увидели сучок, встали по другую сторону, убрали его. Вот опять сучок. Или вот. Соответственно, всегда стойте с противоположной стороны сучка, когда убираете его топором. При любом стечении обстоятельств у вас топор никак не попадет по вашим ногам. Вот он гуляет, и он идет по бревну. В общем, берегите свои ноги и аккуратнее работайте с топором. Уровень я с собой не взял, к сожалению. Но можно попробовать как-то с помощью баклажки определить, в какую сторону у меня идет наклон и какое бревно каркаса опустить, какое приподнять. Да, в принципе, нет. Почти идеально ровно получилось. Сейчас измерю, чтобы везде было одинаково. Одинаковый вылет нижних бревен. А вот это вот больше, чем нужно. Все-таки топором удобнее забивать, он тяжелее. Не совсем мне нравится вот эта вот щель между стеной и кроватью, поэтому тоже здесь сейчас бревнышки набью. Но в целом, что хочу сказать, у меня какой-то там спешки нету, чтобы сделать быстрее, там, не знаю. Мне главное, чтобы было качественно. Я все-таки делаю не для кого-то, а делаю для себя. То есть, как вот мне нравится, я так хочу сделать, чтобы все было красиво, ну, на мой взгляд, комфортно, удобно, уютно. Да, кровать, лежак у меня получился просто классным. Я сам ростом 1,93 м, длина кровати 2,40 м, с большим запасом. Но на самом деле это не только для меня этот запас сделан. Я, во-первых, хочу здесь сделать сейчас раскладной столик, который будет складываться. А вот с этой стороны у меня будет, ну, как небольшие полочки такие. В перспективе даже, наверное, сделаю такую откидную кровать, лежанку, да, еще для одного человека.
займусь столом сейчас. Стол я хочу сделать раскладной, по типу как в поезде. То есть он у меня будет складываться, а когда мне что-то нужно там приготовить, попить чай, он будет раскладываться. Сама столешница у меня уже есть. Сейчас я просто доразберу стол, который стоял на улице у нас, и подвешу его сюда. Примерно, я думаю, да, вот так вот его сделать, чтобы он складывался наверх и раскладывался. Так. Да, стол слишком длинный. 1,10 м аж он длиной. Я думаю, мне 80 сантиметров будет более чем достаточно. То есть вот он будет вот такой вот. Вполне надежно получилось. Если я своим весом, в половину наваливаюсь, все отлично. Ну, а куда денется-то? Здесь подпорка стоит. Тут цепь такая хорошая, добротная. Ну что, пора приступать к самой сложной задаче. Это установка двери. На мой взгляд, дверь должна быть не только надежной, то есть защищать меня от каких-то диких лесных животных, либо от посягательств людей со злыми намерениями, но в то же время она должна быть и красивой, потому что дверь — это лицо хозяина дома. Это я так считаю. Собственно, взял вот такие вот дощечки. У меня по моей основной работе, по роду деятельности, постоянно появляются какие-то дощечки, обрезки ДСП, ну и все, что связано с деревом, с ДСП, с мебелью. Вот эти обрезки досок тоже, кстати, из хвойных пород. Дверь сделаю из обычных стволов сосны, но снаружи я ее обошью вот такими досками. Потом покрою лаком. Ну, я считаю, будет красиво. Посмотрим, что из этого получится. Для начала нужно пойти и приготовить сосновых бревнышек. Ну, примерно
ствол дерева, что был не больше там 8-10 сантиметров. Дверь тоже слишком тяжелая, не нужна. Кстати, когда ходил за бревнами для лежака, для лежанки своей, нашел очень красивую полянку с поваленными березами. Вот я сейчас по ней как раз иду. Очень мне это место понравилось, и я даже немножко уже жалею, что землянку я начал строить не здесь. Прям какой-то, я не знаю, такая атмосфера здесь уютненькая. Тут березы растут, там лиственные деревья, там, вот там очень много сосен. Причем очень много материала такого сухого. Правда, тонкие, в основном стволы деревьев. Но, тем не менее, зато материала очень много. В принципе, в перспективе можно будет на этой полянке организовать, например, какую-то лавочку и столик. И, может быть, не знаю, там обедать или ужинать. Ну, посмотрите. Прям мне очень нравится полянка. Не знаю, почему-то тянет прям сюда. Видимо, просто меня березы привлекают вот те. Скорее всего, причина в этом. Ну, отлично. Почти идеально. Вешаю на петли. Я думаю, третью петлю надо поставить. Тем более она у меня есть. Решила как-то вот в таком шахматном порядке обыграть. Думаю, будет так интереснее.
локтя, не задевает. Ну и в любой двери должна быть ручка. Пусть пока вот такая. Ну, хоть что-то. Спасибо, шуруповерт. Зато дверь сама закрывается. Все дела закончил уже. Ну, дверь я еще завтра буду красить. Завтра вообще планирую... Сейчас сколько время? Время 8. Завтра вообще планирую проснуться где-то в 5, в 6. Надо будильник завести. На работу надо ехать. Ну и, соответственно, с утра, перед тем, как собраться и ехать на работу, покрашу по-быстренькому дверь с внешней стороны. И поеду. А сейчас надо, наверное, приготовить дров на ночь. Так-то вроде бы тепло, но я в очередной раз не взял спальник. Вот. Все-таки ночью может быть и прохладным. Но сейчас хотя бы уже дверь у меня есть. Это уже хорошо. Тепло будет держаться. Взял, кстати, с собой на всякий случай с дачи привез газоанализатор. Датчик угарного газа, точнее. Потому что с этой печкой не знаю, как спать. Опасно. Поэтому пока так. Ладно, пойду дрова пилить. Заготовлю бревнышки на ночь. Да и есть хочется уже. Сейчас печку затоплю, приготовлю поесть. Сейчас вспомнил, балда, блин. Я же с собой запасной аккумулятор брал еще. В рюкзаке лежал у меня. Это хорошо, потому что я хочу сейчас немножко переделать печку. Сделать, ну, такое поддувало. 3 шамотных кирпича принес еще сегодня. Вот. Опа. А вот и колосниковая решетка из решетки для гриля. Ну, однозначно дым уже не идет сюда внутрь. Засекаем время. Да сколько закипит стакан воды. Сегодня я хочу приготовить себе
овощи в фольге на углях. Расписывать долго рецепт не буду. Для начала делаю такую формочку из фольги. Режу картошку вот такими дольками. Лук. Помидор. Перец. Чеснок. Чеснок лишний вообще не бывает. Тем более сегодня целоваться не собираюсь ни с кем. И, конечно же, зелень. И заливаю сверху еще чуть-чуть так вот подсолнечным маслом. Выглядит на самом деле очень аппетитно. Ну, я так думаю, просто есть хочется. Время 9 часов. Приехал сюда где-то примерно в 11. И еще ничего не ел до сих пор. Теперь это все дело нужно аккуратно запаковать. Ну, такой конвертик своего рода должен получиться. И после этого ставим его на угли. Овощи в фольге готовы к приготовлению. Осталось только дождаться, когда прогорят дрова и появятся угли. Ну, еще у меня есть мясо. Не буду рекламировать производителя. 4 куска мяса. Овощи в фольге. Я так подозреваю, что это все дело я повезу завтра домой. — 30 минут. Закипела вода в стакане. Да. Это невероятно долго. Вышел. Слишком жарко там внутри. Присел, задумался, вот, когда на звезды вообще последний раз смотрел. Даже и не помню. А небо прям сегодня звездное. Спутники летают. Большую медведицу видно. Да, вообще много что видно. Те, кто разбираются, наверняка сейчас сидят и смотрят в телескоп, наблюдают за звездным небом. Кстати, это вообще же у меня первая ночевка будет полностью один. То есть, если в прошлый раз брат приезжал в палатке, здесь спал буквально там в 10 метрах от меня, то сегодня вообще один. Походной темой-то я увлекся буквально 3 года назад. Ну, что-то как-то в один поход сходили с братом и с другом, с Иваном. Понравилось. Еще один. Опять понравилось. И так и пошло-поехало. Если раньше было интересно просто там переправиться на ту сторону Волги и загорать, посидеть там у костра, потом стало уже интересно пройти какой-то маршрут определенный. 10 километров, 12. А потом вообще попробовать решили что-то построить. Мы здесь строили вигвам, лачугу делали тоже, вот, буквально в 20 метрах от землянки. Ночевали в минус 22. Тоже дураки, конечно. Печку купили, кабанчик. Ни разу даже не пробовали ее, не знаем, насколько она там работоспособная, как она вообще греет, как долго горит, если при полной загрузке. Ну, все так, с кондачка. Взяли печь, пришли сюда, тут сугробы, вообще ничего нет. Сделали какую-никакую лачугу, тентом ее обтянули, печку поставили. Наверное, часов 5 только пытались разжечь эту печь. Дело в том, что за дня 2 до похода дождь вообще был. То есть зимой шел дождь. Температура была +2 и шел дождь.
А потом в течение там 1-2 дней, 3 дней, может быть, резко ударил мороз, минус 25. И влага вот эта в деревьях, она ну, как не впиталась, конечно, но она замерзла. То есть все дрова были со льдом, с наледью. Ох, дураки, конечно, да. Ну ничего, переночевали, кое-как, нормально, справились. Мясо готово. Прожарилось. Вкус, я не знаю, какой-то божественный. Ну, я думаю, просто из-за того, что я весь день не ел. Пока доставал, уронил. Не поваляешь, не поешь. Тоже вполне достойно. Соли не хватает, но очень-очень вкусно. Ну что, я поел, попил чай еще разок. Буду ложиться спать. Завтра надо встать пораньше. Я бы завел будильник на без 15:05. Просыпаюсь, сразу крашу дверь, покрываю ее лаком, собираю все вещи и еду. Блин, немного проспал на полчаса. Не успею покрасить дверь. Надо ехать уже, выезжать. Что хочу сказать. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если не понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.